Всем привет! Это канал Техноподбор. В этом видео я отвечу на вопросы, что такое мультиварка и какие основные режимы должны быть в каждой мультиварке. Невозможно представить современную кухню без сложной бытовой техники. Одним из самых многофункциональных приборов является мультиварка. Многие хозяйки любят ее за то, что она способна экономить время на приготовление еды. Мультиварка представляет собой небольшую кастрюлю, которая помещается в специальный корпус и закрывается крышкой с клапаном. Принцип ее действия очень похож на работу старой доброй скороварки. Однако тут все немного сложнее. Внутри ее корпуса есть микропроцессор, который управляет работой устройства, создает нужное давление и температуру. Именно эта деталь позволяет мультиварке готовить десятки различных блюд на любой вкус. Благодаря герметичности прибора воздух не попадает внутрь, а значит не происходит окисление продуктов. Поэтому готовое блюдо сохраняет аромат и полезные свойства. В магазинах представлены сотни моделей мультиварок, в каждой из которых есть множество различных функций и режимов. Давайте разберем самые необходимые режимы для каждой мультиварки. Режим крупы. В некоторых моделях он может называться рис, гречка или каши. Данный режим позволяет приготовить различные гарниры. Блюда получаются рассыпчатыми, с насыщенным вкусом. Самое главное четко соблюдать пропорции круп и воды, а все остальное за вас сделает мультиварка. Режим супы или первые блюда. Особенность данного режима заключается в том, что суп в мультиварке скорее не варится, а томится, и после деликатной термической обработки продукты сохраняет больше полезных веществ. Супы получаются непереваренными и очень нежными. Стоит учитывать рецептуру некоторых первых блюд, в которые нужно добавлять продукты поэтапно. Так, например, борщ будет проще приготовить на плите, чем в мультиварке. Режим варка на пару. Самый необходимый режим для молодых родителей, для поклонников здорового питания или тех, кто сидит на диете. Данный режим заменит вам целый прибор – пароварку и позволит готовить диетические блюда на пару, сохраняя самые полезные свойства продуктов. Режим тушения. Благодаря этому режиму можно приготовить тушеное блюдо из любых ингредиентов, и результат в любом случае будет очень вкусным. Он обеспечивает длительную термическую обработку продуктов при невысоких температурах. Многие хозяйки используют этот режим мультиварки для приготовления холодца, бульона, тушеного мяса или овощей. Режим жарки. Дает возможность обжаривать мясо или овощи с использованием минимального количества жира, благодаря чему пища получается, конечно, не совсем диетической, но все же менее вредной, чем при обжарке в обычной сковороде. Это происходит благодаря низкой температуре режима жарки. Поэтому пища хоть и не имеет аппетитной темненькой корочки, зато сохраняет больше полезных веществ. Режим выпечки. С его помощью мультиварка дает нам возможность приготовить выпечку в домашних условиях. Вы можете готовить закрытые и открытые пироги, запеканки, пудинги, кексы и бисквиты. При этом работать практически с любым видом теста. Если у вас никак не получается бисквит в духовке, то попробуйте испечь его в мультиварке. Этот режим поможет вам приготовить очень нежный и ровный десерт. Также мы просто не можем пройти мимо двух очень удобных режимов в мультиварках, которые существенно облегчат жизнь своим владельцам. Это режим отложенного старта, который позволяет настроить запуск цикла приготовления таким образом, чтобы нужное вам блюдо было готово к определенному времени. И режим подогрев. Он предусмотрен в большинстве моделей. После завершения основной программы приготовления устройство сбавит температуру на минимум и продолжит работать, сохраняя готовое блюдо теплым. Во многих ситуациях эта опция очень удобная. Мы рассмотрели самые основные и необходимые режимы для каждой мультиварки. Конечно, их гораздо больше, но это тот минимум, который, на мой взгляд, должен быть в каждой мультиварке, чтобы она стала многофункциональным устройством. Если вы хотите узнать о том, как правильно выбрать мультиварку, учитывая наличие основных режимов, мощность устройства, энергопотребление и другие параметры, то напишите в комментариях, я с удовольствием сниму про это видео. А на этом все, всем пока!